Приветствую вас на канале Техревизор. При выборе кофемолки важны ее мощность, производительность, объем и степень измельчения зерен. Также стоит знать, что кофемолки различаются способами помола. Роторные модели более компактные, простые в эксплуатации, доступные, а жерновые обеспечивают большую функциональность, возможность выбора степени помола, количество порций и тому подобное. Я отобрал самые надежные, эргономичные и производительные кофемолки из каждой категории и подготовил топ-10 лучших моделей на 2024 год. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начну с лучших ротационных кофемолок. На пятом месте этого раздела стоит Casa Coffee Flour. Эта кофемолка в надежном металлическом корпусе выполнена в типовой цилиндрической форме. У нее предусмотрена емкость для зерен вместимостью 90 грамм, в которой расположены острые ножи из нержавеющей стали. Включение происходит посредством нажатия на крышку, чем и запускается двигатель мощностью 200 Вт. Благодаря импульсному режиму работы можно регулировать скорость измельчения, а поскольку крышка прозрачная, несложно остановить работу, когда нужный уровень измельчения достигнут. Для безопасности эта роторная кофемолка не включается при открытой крышке или если она закрыта неплотно. Такая система безопасности предусмотрена у большинства кофемолок такого типа. Четвертую строчку занимает Redmond RCG M1611. Эта кофемолка выполнена в более узком и компактном корпусе. Она немного отличается конструкцией и исполнением. В частности, крышка у нее поменьше, а кнопка включения расположена на ней сбоку. Для измельчения зерен нужно нажимать на кнопку, а не на крышку целиком. Сама она выполнена из прозрачного пластика, хотя сквозь нее не очень хорошо просматривается содержимое стакана. Объем емкости для зерен у этой кофемолки немного меньше, 70 грамм. Но за счет большей мощности, 240 Вт, измельчение происходит быстрее. Несмотря на невысокий ценник, модель выполнена очень качественно. Металлический корпус, надежные ножи из нержавеющей стали. Плюс она оборудована защитой от перегрева и защитой от включения при открытой крышке. В целом, это лучший вариант по соотношению цена-качество. А следующая модель рейтинга имеет дополнительный функционал. Тройку лучших открывает Barrier BR1185. Эта кофемолка 2 в 1 служит для измельчения зерен кофе и для взбивания молока или сливок. Для этого у нее в комплекте предусмотрено 2 стакана из нержавеющей стали. Один объемом 100 грамм предназначен для помола кофе и снабжен металлическим ножом, а второй объемом 140 мл оборудован капучинатором. Благодаря съемной конструкции емкости легко очищать. Такой особенностью редко наделены кофемолки роторного типа. Еще одно отличие модели – это включение кнопкой на корпусе. При этом, в зависимости от установленного стакана, запускается таймер – 45 секунд для измельчения кофе и 60 секунд для взбивания молока. Удерживать кнопку для работы не требуется, что весьма удобно. Двигатель мощностью 200 Вт на режиме капучинатора работает с мощностью всего 20 Вт, что обеспечивает соблюдение технологии взбивания молочной пены. Следующая модель рейтинга также комплектуется 2 чашами, хотя функционал у нее другой. На втором месте стоит Kidford KT1329. Эта кофемолка также относится к приборам 2 в 1 и комплектуется 2 чашами из нержавеющей стали. Одна из них оборудована двухсторонним ножом и предназначена для помола кофейных зерен, а вторая снабжена 4-сторонним ножом, который подойдет для измельчения орехов, зелени, специй. Емкость стаканов 70 грамм. Внутри нанесена градуировка для удобства контроля измельчения. Мощность двигателя составляет 200 Вт. Кофемолка снабжена прозрачной крышкой, что позволяет наблюдать за уровнем помола. Работает она в импульсивном режиме путем нажатия на крышку. Как и большинство моделей, она наделена системой блокировки отключения при открытой крышке. Первое место занимает Bosch MKM 6000. В отличие от предыдущих моделей, эта кофемолка лаконичного стильного дизайна выполнена в пластиковом корпусе, но качество и надежность прибора не вызывает сомнений. Отдельно хочется отметить компактные размеры и узкий корпус, всего 9 см в диаметре. На рынке есть аналогичная модификация в черном цвете. Мощность кофемолки немного ниже, чем у предыдущей, 180 Вт, но производительность модели более чем внушительная, 150 грамм в минуту. Острые ножи из прочной нержавеющей стали устойчивы к коррозии и к механическому воздействию. Они за несколько секунд перемалывают зерна в порошок, даже при полной загрузке 75 грамм. Крышка у кофемолки прозрачная, что позволяет наблюдать за процессом измельчения. На крышке есть кнопка включения, которую необходимо удерживать во время работы.
Теперь рассмотрим жерновые кофемолки. На пятом месте в этом разделе стоит Kitford KT744. Эта недорогая модель выполнена в добротном металлическом корпусе. Она оборудована коническими жерновами из углеродистой стали. Зерно, проходя между ними, быстро перемалывается. При этом кофе не перегревается и не меняет свой вкус. Мощность модели 200 Вт, одна из самых высоких в рейтинге. У этой кофемолки достаточно вместительный резервуар для зерен, 160 грамм. И есть пластиковый контейнер объемом 100 грамм, в который попадает молотый кофе. В нем можно хранить готовый порошок, для чего предусмотрена крышка. Степень помола регулируется путем поворота резервуара для зерен. Здесь нет четкой градуировки, регулировка происходит плавным способом. Есть возможность выбора количества порций для измельчения от 2 до 12. Это происходит с помощью поворота круглой кнопки на корпусе. Она же является и кнопкой включения. Четвертое место занимает Nivona NICG-130. Эта модель выполнена в довольно изящном дизайне, снабжена большим бункером для кофейных зерен объемом 200 грамм и небольшим контейнером для молотого кофе на 90 грамм, который удачно скрыт в корпусе, чтобы не портить вид и не занимать лишнее место. Модель оборудована закаленными стальными коническими жерновами, которые обеспечивают идеальное измельчение с учетом выбранного размера. У этой модели предусмотрено 16 уровней помола, от сверхтонкого до грубого. Выбор регулировок простой и понятный благодаря нанесенным на корпус подсказкам. Если необходимо измельчить определенный объем зерен, можно указать количество порций от 1 до 12 с помощью удобной ручки. Производитель называет эту функцию таймером, поскольку после измельчения указанного объема работа автоматически отключается. Единственное, чем уступает модель предыдущей, это менее мощный мотор на 100 Вт. Хотя, судя по отзывам, на качестве и производительности это никак не сказывается. Тем более, что многие производители используют такие экономичные двигатели. Например, следующий участник рейтинга. Тройку лучших открывают Melita Molina. Это профессиональная кофемолка со съемным шлифовальным диском. За счет тонкой установки расстояния между двумя жерновами достигается равномерная степень помола. Особая конструкция и двигатель мощностью 100 Вт обеспечивают быстрое качественное измельчение. Модель выполнена в компактном корпусе, но при этом снабжена большим резервуаром, в который вмещается 200 грамм зерен. В нижней части установлена съемная прозрачная емкость для молотого кофе. В кофемолке предусмотрено 17 уровней степени помола. Их выбор осуществляется с помощью поворотного колесика, расположенного сбоку на корпусе. На корпусе нанесены подсказки о выборе степени измельчения в зависимости от используемой технологии приготовления. Для эспрессо, капельной кофеварки, френч-пресса. На лицевой части корпуса расположен круглый поворотный регулятор для выбора количества порций от 2 до 14 и кнопка включения. На втором месте стоит Роммельбахер EKM300. Эта кофемолка в изящном пластиковом корпусе наделена эффективными коническими жерновами из нержавеющей стали. Они бережно и равномерно измельчают зерна. Степень помола можно выбирать путем поворота резервуара с зернами. Эта емкость может вместить до 220 грамм зерен. В ней установлены жернова для перемалывания, а в нижней части отверстие, через которое молотый кофе поступает в специальную емкость объемом 120 грамм. Этот резервуар установлен на специальной подставке и немного выступает за пределы корпуса кофемолки. При желании можно молоть не все зерна, а лишь некоторое количество для нескольких порций. Для этого сбоку на корпусе есть поворотный рычажок, которым можно указывать количество чашек от 2 до 10. Премиальная модель оснащена достаточно длинным проводом 1,4 метра, который можно смотать в специальный отсек в нижней части для компактного хранения. Лучшей жерновой кофемолкой стала Jarlin CG02 Pro. Эта кофемолка выделяется несколько большими габаритами, чем предыдущая. Она выполнена в надежном корпусе из нержавеющей стали, оборудована очень вместительными контейнерами на 320 грамм для кофейных зерен и на 130 грамм для молотого кофе. При этом выглядит очень элегантно. Модель оборудована коническими жерновами, которые обеспечивают равномерный и качественный помол. Выбрать его степень можно из 31 уровня. Отдельно стоит выделить наличие сенсорной панели управления с дисплеем на лицевой части корпуса. Здесь можно выбирать режим работы для чашки или рожка. Любители свежего кофе могут измельчить кофе всего на один рожок для кофейной машины. Хочется выделить и высокую мощность двигателя 300 Вт, который обеспечивает скорость и качество помола. Мотор и все рабочие элементы наделены комплексной защитой M-Pro. В общем, это отлично оснащенная кофемолка с большими резервуарами и небольшим числом регулировок, которые обеспечивают безупречное качество помола. И при этом радуют доступным ценником. Из-за таких достоинств модель стала лидером топа.
Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.